Guys. Hello, everyone. Hello, всем привет, ребята. Начинаем наш еженедельный подкаст. Мы долго отсутствовали. Надеюсь, вернемся в стандартный режим наш. Да, Так, единственное, что у нас гость был запланирован, он перенесся на следующую пятницу, точнее, на эту уже пятницу у нас быстренько будем. ну отлично, Погнали, я слушай. думаю, можем потихонечку. Я новые кружочки сделал нам Ну, поприкольнее, и цвет абстракта у нас теперь зеленый на никах да, пусть будет так. Можем, знаешь, по всем сразу, сторонам. что обсуждать. У нас там штормит опять рынок. У нас биткоин на 92 тысячи. Как твое мнение? Поэтому все, мы в медвежке. Не хочешь ли ты опять вернуться на работу и так далее? Как Ну, вот на хочешь работу ты? вернуться надо, да, это 100%. Я уже отзвонил всем своим. Говорю, забирайте меня обратно. Крипта закончилась. Ну а так вообще Но, мнение если по честно, рынку? не. Я думаю, что все равно даже на таком рынке есть проекты, которые стреляют, просто нужно следить за этими проектами. И на самом деле после созвона с Лукой, учитывая даже сколько было воды, я думаю, что все равно он даже на таком рынке готов билдить, готов строить, и деньги есть у них, у пингвинов, поэтому в целом абстракт не перестал быть менее актуальным, в моем понимании. Да, у нас Апстер сходил на 10, сейчас весь рынок пошел вниз, и Апстер там сейчас около 5, но все равно, учитывая, какой сейчас эфир, да, в принципе, 5 лямов для Апстера, учитывая, что совсем недавно мы на 4 были, когда эфир был 3800, ну, в принципе, это адекватное значение еще в моем понимании Адекватный. Ну а так относительно. вообще, как ты думаешь, это Ну, медвежка или это просто коррекция? поживем увидим. Я думаю, что просто которая высадка лишних людей с рынка, ну, как обычно такое бывает. Поэтому, если Ну а честно, прогноз все-таки. Бычка, медвежка. Если так, нам надо м, угадать, скажем так. Понятно, мы не знаем, ну, как я может. думаю, это прям зарождение бычки. В целом не буду уделять. Ну, давай я тоже, я скажу, мне чего-то эта ситуация напоминает, знаешь, 21 год, когда биткоин пошел с 60 до 30, я сегодня на стриме рассказывал такую историю, что я смотрел на YouTube видео парня, как он, когда все упало, вся альта укаталась, всё там эфир там, и биткоин, ну, на 50% дал коррекцию, и он там пошел покупать все. Я думаю, вот это шизофреник, очевидно же, что у нас медвежка, куда сейчас покупать, надо ждать. Я ничего не покупал. В итоге оказался шизофреником я, после этого биткоин обновил АТХ, через буквально там месяц, два, три, четыре, ну, условно, полугода. И альткоины там большинство там постреляло, новые хаи поставили. Вот я думаю, сейчас будет такая же ситуация, что по биткоину мы там в течение полугода условно обновим там на 130, где-то пойдем 135, 140, не знаю, ну, максимум, в моем понимании, Мгм. 140 это будет. Ну, 200. Ну, вряд ли в этом цикле, я думаю, в ближайшее время 200 я не думаю. Там Не, я думаю, что вполне себе может быть такое. думаешь? Ну Я, если да. честно, тут у нас разные мнения. Я думаю, что нет, биткоин чуть-чуть обновит АТХ, но на этом фоне эфир именно значительно там на шестерку, на 5 чем-то обновит. И некоторые На альткоины, 20. ну не 20, ну какое, какие 20? Окей, Ну, по я рынку условно. обсудили. Пенгус будет по доллару, вот это самое главное, что у нас Пенгу по будет. доллару, да, это Это хорошо. минимум. Это минимум. И как раз к этому Закупаемся пенгу. И ты вот ПСТ по 1 центу. Ты вот был первый раз у нас на митинге с Лукой, как раз эту тему ты уже затронул. Может быть, расскажешь, что тебе именно понравилось в речи Луки, Да что мне вообще понравилось в было? самом начале просто вот этот рэпчик про пенгу. И все, в принципе. На этом можно закончить позитив. А как Поэтому, Лука ну, выходил под песню Джон Сины? Это вот это You Can't See ну Me. это неплохо, это неплохо. Ну, в Да, целом, не, организовано все неплохо. Как я понял, там долгое затишье было, долго не выходили они да. в лайв, но сейчас уже все хорошо. О, кстати, я, видимо, на абстракте стрим не запустил. Как? Вот, блин, Я уже это запустил. Ну, фигово. ничего страшного. А, в смысле, ты записать не можешь? Ну, я ж с тебя записываю, потому что я сейчас вообще тут... Ну ладно, ничего страшного. Это, не, я думаю, не сильно критически, пофиг. Ничего А я страшного. могу Давай тебе продолжай. отсюда запись выдать. Ну, О, вот типа, это вообще со было бы StreamYard. шикарно. Все, вот это будет шикарно. Все, отлично. Окей. Ну, вот это только вырезать нужно будет. Ничего, Вот. да, ничего страшного. Все, погнали дальше, да. Что тебе понравилось, что Да, услышал? ну, в целом, как бы, то, что они сосредоточены на развитии бренда Web2, это очень круто, и в том, что у них там стоят такие цели, вот, в принципе, G-Puffin Savan, да, я все вижу.
Я, в принципе, доволен, даже с учетом того, сколько воды было. То есть позитивно настроенные, ребята билдят, ребята делают. По команде абстракта и так видно, ну, что они каждую неделю что-то новое завозят нам, поэтому, в принципе, я думаю, команде абстракта, особенно на таком рынке, никаких вопросов даже быть не должно. Окей, Вот хорошо. у нас появились NFT, отображаются теперь на портале из прикольного. Ну, по Вот, из обновлению последних обновлений. к абстрактам мы еще перейдем. Я бы хотел бы затронуть некоторые темы митинга. Вот, допустим, про какой мы инсайт там можем, да, рассказать, какую-то альфу. Допустим, то, что мы ждем, да, мистери-боксы на Черную пятницу. Что ты по поводу них думаешь? То, что Ну, вот... я думаю, что можно залетать, и, в принципе, ну, для меня это выглядит вполне себе, ну, нормально, потому что очень многие сейчас проекты свои боксы там запускают, и Moonbirds там начинают свои штуки мутить, там, и другие, и у них там эти карточки вайпсы уже давно как бы в ходу, и есть в них там редкие карточки, которые уходят там за $1000. Поэтому, в принципе, ну, я думаю, что кто не как пингвины должны задавать этот тренд, и в целом я как бы даже не сомневаюсь, что это по итогу окажется успешным. Я правильно понимаю, насколько я помню, то, что Лука сказал, что это как раз и будут карты с карточками Vibes боксы, правильно? Он сказал, что Да, Спенсер да. общался как раз-таки. Но вот на самом деле интересно, что это будет. Он вроде как сказал, даже дал сигнал, да, нам покупайте, типа там будет какой-то supply нормальный, что это можно будет что-то заработать. Вот надо будет ждать на Черную пятницу, ребята, будьте аккуратны, там следите. Мгм. Проверьте, опять же, чтобы там ничего не поменялось, как бы все было в силе, типа, что там будет ограниченный supply, тогда можно, я думаю, брать, конечно же, если рынок не подкачает. Еще из интересного, что он сказал про дроп, да, нас ждет какой-то дроп пингвином. Он вообще говорил 3-4 дня, но, как всегда, сроки никто не будет соблюдать с каким-то проектом. Он ездил в Токио, договорился и сказал, что какой-то будет дроп пингвином. Есть догадки, что это может быть? У меня никаких, допустим. Не, у меня тоже, если честно, я пока без понятия. Но ждем, вот Может быть, финал боссу? может быть, наверное, босса аниме дропнут и наконец-то дадут нам посмотреть их аниме, именно только холдером, вот этот дроп будет. Ну, хотелось бы, да. Ну ладно, это ждем, это тоже как бы вот то, что Лука сказал. Еще из интересного, он нам сказал, что он вернулся с Нью-Йорка с хорошими новостями, то есть мы видели, что он был, да, на бирже, там пингвин там прыгал везде, и какие-то есть хорошие новости, но он не собирается их сейчас объявлять, говорит, объявлю попозже. Я думаю, это все-таки на арт-базель перебудут Да, новости. да, скорее всего, да, потому что там будет очень много attention и внимания, и, Сто в процентов. принципе, самое такое оптимальное, это вот условно, как была последняя вот эта конференция у нас, и там Спенсер рассказал, что будет токен там Бирбиш. Токен Вот, ну, то 2049 есть, скоро будет. и поэтому где не как на таких мероприятиях как бы давать альфу. Тем более Art Basel — это покруче уровнем мероприятия в любом случае, в моем понимании. Ну, арт-базель это чисто мероприятие под пингвинов. Там тогда анонсировался в прошлом году токен. Как бы для Мгм. пингвинов, как бы это, да, культовое мероприятие, поэтому по-любому будет какой-то анонс. А как думаешь, Да. что это может быть? Может быть ETF, может быть IPO. Что это может быть в твоем Ну вот понимании? что-то из этого, в принципе, вполне себе. Я думаю, что если у них там есть какие-то точные сроки под это, они могут об этом рассказать. Мгм, мгм. Возможно, они, ну, что-то другое захотят. Может, реально что-то к NFT-шкам там прикрутят, условно. Ну вот ждем. Вот интересно, вот мне тоже кажется, что что-то с этим связано должно быть по логике. Ну, Но если еще кто и не ее... зря, мне кажется, они эти все, как его, СБТшки делают. Они же все выпускаются, выпускаются. А как Поэтому, думаешь, под что они могут быть? ну, не знаю, как бы я изначально думал, что дополнительный дроп пенгу, но как бы на самом-то деле, как будто бы дроп пенгу второй Уже раз давать, ну, уже как нет. будто бы такое себе, да. Да. Поэтому, в принципе, ну, я не знаю, возможно, это как-то, как они сказали, что у нас бейджики будут переезжать на абстракт, и, возможно, это будет дополнительный дроп для абстракта. Вот мне чего-то тоже кажется, скорее всего, это будет как-то связано либо с абстрактом, либо с IPO, но это вообще какая-то уже, знаешь, там куда-то... Ну, это же что за теория, да.
Да, да, я думаю, это больше с дропом сабстрактов связано, поэтому эти бейджики, то есть они что на дропе Пингу неплохо покормили, какие-то там СБТ эти стоили по 100, по $500, какие-то по 1000 даже, то есть зависит какой СБТ, как бы был более редкий, более дороже, но как бы собирать их было смарт. Надеюсь, в этот раз тоже что-то подобное мы увидим. Еще из Мгм. интересного, да, он сказал про абстракт, наконец-то, и посоветовал пингвинам создать аккаунт в течение 2 месяцев и сделать какую-то минимальную активность. И что у нас наконец-то идет подготовка к дропу сейлу, вот как ты думаешь? Ну, возможно. Ну, то есть он, да, сказал, что приходите в абстракт, в ближайшее время у нас выпустятся апки, которые вы там, вам не нужно пропускать. Поэтому, в принципе, будем следить. Ну, в любом случае, мы как бы живем в абстракте, следим за всей экосистемой. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Ну, то есть, как бы у Луки есть и деньги, и связи, и, в принципе, запушить, если захотеть, это можно очень даже хорошо. Вот. А пока рынок такой, и пока рынок штормит, самое время билдить, самое время делать новые фичи на портале, и, в принципе, будем просто смотреть за этим. Окей, а есть что еще добавить по поводу митинга с Лукой? Может быть, Ну, что-то я можно забыл? добавить, в принципе, что он сказал, что у нас по абстрактным мемкоинам ботом, и мы И после и мы этого пробили увидели Новый год. падение на 30%. Ну, в принципе, ну, блин, всякое бывает, Вся, ничего ну, нельзя так вся предсказать. крипта упала, тут как бы Ну никак. да, тут не удивительно, но сама ситуация, конечно, интересная. Смешно. Да, да, сама ситуация смешная. Окей, давай перейдем тогда, если все, в принципе, по митингу мы все рассказали, все интересное там вроде как уже помусолили. Давай перейдем к абстракту. У нас за то время, пока мы не выходили ну, в свет, скажем так, с подкастами, куча обновлений произошло. Надо их обсудить, что у нас Мгм. произошло. У нас наконец-то дали стримить там Gold Tiram, у нас добавили перки. Да, это вообще крутая тема. Голд-тиры, мне кто-то писал, помню, в чатике, типа, что я раньше говорил же, что я многим стримерам помог выбить стримерку, там, через Мгм. команду абстракта, просил лично, там, за людей. Вот, и мне спрашивали, типа, можешь помочь со стримеркой? Я говорю, ну, уже как бы никак в любом случае, потому что, ну, во-первых, requirement — это gold tier, который даже если у тебя Всего там не лишь. прям много денег, это 2-3 недели, я думаю. Вот, и при этом всем, как бы, если ты активный сначала, то понятно, что у тебя тоже gold tier будет, ну, очевидно. Конечно, Поэтому, в конечно. принципе, ну, для меня уже помощь с этим как-то выглядит смешно. Да, да. Так еще хорошо, вот со стримами, в принципе, это плюс, я считаю, что теперь как бы... Не, это в о, любом случае плюс. Больше людей смогут стримить. Да, да. Причем на абстракте выходит все больше приложений, которые нужно стримить, которые нужно раскачивать и привлекать людей. И как бы стриминг у нас это на самом деле на чейне одна из самых крутых возможностей для запуска проектов, когда топовые стримеры, ну, как бы какую-то игру, там, тот же Mega Weapon стримят, и все они узнают, все хотят поиграть, все хотят, ну, там, поиграть со стримерами прямо на стримах. Вот, поэтому круто, что у нас наконец-то появляется что-то вот такого рода, потому что, в принципе, изначально на абстракте было очень мало чего, что можно стримить. Были там те же Капитаны Компани, но по факту это максимально скучная игра, вот, которая по итогу ничего не дала, только это укатывалась и укатывалась. Вот, в Не, ну принципе, ну была вот Камбрия, были игры. Камбрия, да, ну, Камбрия это вот, наверное, одна из единственных примеров, где можно и заработать было, и очень актив на абстракте поднялся. Все сидели Да, на стримах, все сидели в Камбрии. Это было кайфово, конечно, 100%. да, Поэтому да. как-то так. Хорошо, еще было обновление, добавили вот как раз-таки к этому, когда стримы разрешили, добавили перки, и это как раз-таки была одна из первых, ну, первая Составляющие, да, перка, да. да. Да, какие, как ты ожидаешь, ну, какие могут быть дальше перки, как тебе вообще это обновление? Да, там все что угодно может быть. Это все, грубо говоря, зависит от того, с кем они запартнерятся. Там любое может быть. Там могут быть игрушки пингвинов, там могут быть игрушки вот этих вот последней коллаборации Crypto Toys. Ну, там же не только пингвины, там и Star Wars, и там и Мгм. там Микки Маус, и там условно. Вот, ну, поэтому, в принципе, я думаю, что можно будет себе, получается, там, получить какую-то там игрушку,
можно себе будет там условно заклеймить какие-то партнерские, возможно, дропы, возможно, какие-то билеты на мероприятия. Ну, то есть суть в том, что у пингвинов действительно большое количество партнерств не только Web3, как мы в крипте там привыкли, да, но и Web2. И поэтому я думаю, что большая часть перков будут сосредоточены на Web2, то есть это там какие-то билеты на конференции, на какие-то там концерты, ну, куда угодно, может быть. То есть с кем они запартнерятся, то там и будет. Условно, в данный момент мы видим, что сколько у нас там платин, сколько у нас даймондов, и понятно, что все перки будут доставаться им, потому что там количество очень смешное, суммарно там человек 700 будет Да, сейчас. так. Да, но Поэтому, в принципе, какой-нибудь проект, который там, ну, хоть это Web3 проект, хоть это Web2 проект, там 700 игрушек физических, там по 10, по 20 долларов, там, условно, билеты на какие-то мероприятия, там, ну, это несложно такое количество выбить, учитывая то, что это действительно не такое большое количество людей. Да, Вот. я думаю, это будет как у Нансена примерно. В принципе, у них же тоже есть эти перки разные там. Да, да, кстати, Да, очень похожая тема, мне кажется, относительно, поэтому. но, И плюс возможно, еще, это, раз они дали стриминг, как в перк, да, возможно, какие-то еще абстрактные приколы будут. Ну, то да, может есть быть. тоже как перками являться. Возможно, это, Вот. кстати, еще у меня есть такая идея пришла, что, возможно, это оставят уже после дропа, чтобы как-то удерживать людей, знаешь, вот, фиг его знает. Мгм. Может быть, Ну, как-то так. возможно, но, возможно, еще какие-то будут новые проекты выходить, и условно, если у тебя там тир платина, там ты получаешь один перк, то есть какие-то Мгм. там Да, бонусные, это было бы интересно. если у тебя там другое, то ты получаешь тоже. Ты заходишь, клеймишь их, и все, и пошел как бы изучать это приложение. Это Да, также поднимет как бы, ну, скажем так, вот чем привлекли там те же пещеры, мы о них еще поговорим, но вот то, что ты вот условно привязал Твиттер, получил 5 бесплатных кредитов, пошел играть, просто, ну, изучить, нравится тебе, не нравится. да, У тебя есть бесплатные попытки. Ну, тут то же самое, то есть если тебе дадут какое-то количество там на старте бесплатных там каких-то токенов там или еще чего-то, чтобы ты мог поизучать новый там какой-то продукт, ну, вполне себе это классно выглядит, потому что у тебя платина — это люди, которые провели много времени в абстракте, платина там, ну и даймонд в том числе, тем более. Это те люди, у которых достаточное количество ликвидности на абстракте, и которые могут, ну, как бы принести ценность для абстракта, в том числе и для этих приложений там новых. И, в принципе, дать им изучить это условно как перк, как бесплатно, чтобы они с этим познакомились. В дальнейшем есть вероятность, что они пойдут и свои деньги туда занесут. Вот. окей, у нас еще за это время появилась, ты уже вот про это говорил, коллаба новая в абстракте, это коллаба с Диснеем, ну, можно так это назвать. Как ты к Ну ней да, да. относишься? Как ты, Да, что ты знаешь про этот проект? Что можешь рассказать? Что думаешь? про проект я сильно не изучал, как бы, но выглядит это, безусловно, круто. Ну, в том, что это как бы действительно Web2 поддержка, Web2 партнерство, причем не какое-то там обычное, да, но это действительно там условно Дисней причастен, это значит, что это в две стороны работает, что они на это согласились, они видят в этом перспективу, следственно, ну, это хорошая, качественная коллаба. Вот, ну Ну, и, в принципе, абстракт стал куда активнее двигаться, в моем понимании, больше новостей. У нас, я вижу, там еще с Кореи, там вот это вот с Азии да. начали стримеры появляться регулярно, то есть когда золотые тиры начали стримить, там у нас появились стримеры там не verified, но при этом они нормальное количество зрителей собирают, то есть, в принципе, в любом случае двигаемся мы в правильном направлении. Вот. Ну Да, и ну, CryptoToys выглядят неплохо, потому что это действительно крупный бренд, тот же Disney причастен, и ну, как от этого нельзя быть не будешь в любом случае. Нужно было договориться на это партнерство, как бы, и донести ценность до того же Диснея, что абстракт им что-то даст. Вот, поэтому увидим, как это будет реализовано. Возможно, мы действительно сможем через абстракт покупать там эти игрушки. Может, нам дадут перки, чтобы мы какие-то бесплатные игрушки забрали. Ну, будет круто, мне кажется. ну, я могу чуть больше рассказать про этот проект. Мы про него читали там на стриме, обсуждали. Что это за проект? Это проект уже, ну, CryptoToys, он выкупил, получается, IP, ну, авторское право на использование этих Disney игрушек уже давно, еще с прошлого цикла был рано, и они выходили на проекте Flow, там, может быть, Мгм. года 2-3 назад, я точной даты не помню, но типа в таких диапазонах, и они там действительно были, условно, какой-то там был бум, так как это там связан был Дисней, они продавали свои боксы с этими игрушками, там выпадает тебе, условно, Дарт Вейдер, и у всех Дарт Вейдеров разная рарность, то есть насколько он, типа, как бы Мгм. редкий,
тем дороже он стоит. В итоге оно все укаталось, ничего не стоило, проект, как бы, скажем так, был без денег. Flow сам, как мы знаем, блокчейн как бы Ну да. такой умирающий. У нас Кона вот недавно приходила тоже с Flow. И дальше вот уже как бы такая конспирология. Многие считают, что Abstract просто выкупил этот проект, как бы, чтобы у них был этот IP Disney, скажем так, авторское право, либо просто Abstract увидел, что у проекта фиговые дела, и подумал, что можно как бы очень неплохо хайпануть на названии Disney, как бы так как у них есть авторское право Disney, и вот и позвали их. То есть я не знаю, какой из этих вариантов правдивый, либо выкупили, либо просто решили хайпануть, как бы, но я считаю, что это все равно хорошая новость, она в Твиттере разошлась, люди какие-то это увидели, как бы это какой-то все равно плюс, какая-то как бы коллаборация. Что из себя будет представлять проект? Ты просто, это, да, ты будешь покупать с абстракт кошелька, какой-то бокс, условно, с Микки Маусом или со Star Wars, и те, что это выпадает редко. Не, уверен ли я, что на этом можно будет заработать? Нет, это зависит от, будет ли Ну, ограниченный от или нет удачи. supply. Да, и Ну от и да, supply. если там будет безограниченный supply, то тут только удача тебе поможет там что-то заработать. Ну, уже казино, как бы, очевидно. А если там Все мы любим ну на да, а абстракте. если ограниченный supply, может быть, что-то можно будет заработать. Ну, ждем, опять же, подробностей. В принципе, вроде как поэтому все. Слышь, хотел еще у Ну да. тебя, Ник, спросить, были ли еще какие-то обновления в абстракте, которые мы не обсудили? За это время, мне кажется, что было, но я вот не помню. Ну, вот у нас появилось на портале NFT, и мы можем Мгм. отслеживать, какие в топе сейчас там за день. Они так же, как и трендинг токены отображаются, то есть мы можем видеть, что там у Gigaverse самый большой объем, значит, вот Gigaverse на первом месте, потом ABX на втором месте, у нас Rui, Wolf Game и Final Boss. Это вот у нас топ-5 открывашка прямо на сайте, на Discovery, Мгм. видно сразу по токенам, и только потом у нас лайвстримы идут. Вот, поэтому, в принципе, ну, вполне себе интересное, хорошее обновление. Да. Кстати, Космо у нас до сих пор в В топе. спотлайте? Лут у нас появилась в Spotlight, кстати, из интересного. Да. Мы про эту платформу уже, я думаю, мы успели про нее поговорить еще до того, как мы Да, мы на говорили это, да. перерыв небольшой ушли. Вот, Лут поддерживает абстракт, и еще очень круто, что они добавили такую возможность, условно, у тебя там ты депаешь абстракт эфир, например, ты депнул там один эфир, у тебя появилась возможность, ты увидел какой-то крутой мем на Solana, который начал стрелять, ты его за абстракт эфир покупаешь, у тебя сразу же свапается, сразу же покупается, Да, то есть вполне себе удобная фича, когда ты можешь в одном хабе и на Solana поторговать, и на эфире, и тебе не нужно ничего, ну, то есть менять. У тебя два кошелька есть, солановский и эфировский, и у тебя очень быстрые свапы проходят. Вот, плюс да. еще, ну, абстракт же там понизил, ну, точнее, у абстракта сейчас, по-моему, самая быстрая скорость транзакций, и, соответственно, Лут сейчас, наверное, самая быстрая платформа для трейдинга Мгм. считается Еще в знаешь, связи с что этим. я вспомнил, что мы, наверное, забыли обсудить, ну, потому что у нас не было подкастов, что бейджи вернулись. Абориан Бейдж мы забрали, да, точно, было дело. И говорят, сейчас идет намек, знаешь, на какой бейдж, что сейчас будет? М. На Дюпер 3. Я тебе серьезно говорю, там же абстракт что-то запостил, что должны ли мы сделать еще один бейдж с Дюпером. Я надеюсь, это шутка, что не будет третьего бейджа с Ну Дюпером. да, не хотелось бы, если честно, потому что уже устал от Дюпер Бейджей. Ну, с Да, другой стороны, Дюпер умирает, не просят, чтобы к ним заходило больше людей, и хотя бы с бейджем к ним хоть кто-то приходит. да, ну ждем, Йоу. ждем новые бейджи. Окей, знаешь, там еще, давай еще про, если про абстракт, новые вышли апки, и, допустим, одна из таких апок, это та, в которую ты очень много играл, там в топе был, расскажи про эту апку, это связано с волками, что там вообще Да, происходит, это я один связано раз с волками, зашел, связано с сид-фразом. Это просто интересная апка, где ты изучаешь пещеру, должен каждый день обновляется карта, и ты должен построить самый оптимальный маршрут, чтобы за 200 энергии пробежать и собрать как можно больше наград. Вот. Ну, также ты можешь туда депнуть не 30 центов, как стоит один ран, а можешь депнуть $300 и пойти на 1000x ран и залутать там токены WUL, которые будут на ТГЕ там в первом квартале. Вот, в целом, ну, я буллиш по сид-фразу, буллиш по Wolfgame, в принципе, очень крутой фаундер. Я же еще и успел попасть на стрим да, абстракта и да, видели. стримил эту игру. Вот, поэтому, в принципе, завтра все увидим, как раз в пятницу расскажем, как по XP, потому что по факту я там чуть-чуть сетов своих распродал. У меня на абстракте уже не так много, но я думаю, что за лидерборда 2 я там в первом лидерборде я по итогу 11 место занял, во втором я 3 место занял. Вот, Ага. конечно, много времени мне ушло
А затрат сколько? Денег немало. Ну, суммарно где-то в районе $500. Мгм. $500, и не факт, Ну, что ты окупишься. $500 NFT мне выйдет где-то за 200, я получу в ближайшие дни. И в токене $300 на тот. Wool я думаю, что там где-то в районе $1000 будет. Мгм. Ну, то Ну, есть короче, ты это считай, с окупом точно. Это точно с окупом, да. Потому что в Wool у нас порезали supply в 10 раз. То есть supply в Wool будет не 100 миллиардов, а 20 миллиардов. При этом всем циркулирующий будет 2 изначальный. И, ну, то есть это, грубо говоря, в 2 раза больше, чем на муншотике, да. Я Мгм. получил за свои затраты 1 миллион токенов. Когда вот проект прям делал снапшот на эфире, и там почти не было ликвидности, там тогда была капа 3 миллиона. Ну, то Мгм. есть я уверен, что на абстракте будет капа куда больше. Я уверен, что... Ну, я видел, как в Wolf Game основной игре люди, которые холдят NFT, волков, там, овец, и фермеров и земли, они очень тяжело добывают вот эти вот вул токены. То есть по факту 1 миллион вул токенов, ну как бы это прям нужно с большим количеством ассетов и не один день. Там, возможно, даже куда больше месяца играть, чтобы столько получить. А у меня как бы это удалось за условные там $300 вложения вот на тот ран на 1000x. Вот. Ну, в принципе, это, знаешь, для меня выглядит как пресейл токена, Мгм. такой в геймифицированном режиме, скажем так. Тут есть отчасти удача, но я видел, что вот киты Wolf Game, они в самый последний час пошли, и все играли на этот 1000x, и у меня там с 15% от total supply я упал до 3%. Ну, то есть по итогу. А скажи, Вот. Ну, а на сильно они много денег следующей туда залили. а на следующей неделе уже не будут, да, токены разыгрывать? То есть ребята там Будет не токен смогут? Wool, ну просто первая неделя был самый большой дроп. Вот, Мгм. некоторые недели не будет вообще токена Wool, потому что у них PlayPad система, и у сетфраза есть большое количество уже готовых партнерств. То есть они будут supply других токенов, уже там действующих, выдавать игрокам в топе Мгм. лидерборда. То есть, возможно, на каких-то неделях будет выгодно залететь и залутать там какой-нибудь токен там условно. Мгм. Вот. И плюс еще у них также партнерство с NFT коллекциями, и вот за второй лидерборд, насколько я знаю, вот у них Брай, есть такой парень в Твиттере, он как бы адвертизингом занимается в Good Vibes Club. Мгм. И он как бы давно уже с Wolves Club. То есть они... Ой, Wolves Club. Wolves Game. Мгм. И, в принципе, я думаю, что у нас там в течение нескольких недель будет коллаба, где топ лидерборда смогут еще забрать NFT Good Vibes Club. Ничего себе, ну ждем такое. У Да, нас еще поэтому как-то так. игры. Ну, выглядит перспективно в любом случае. И много игроков привели. Я вот сегодня посмотрел 1200 активных игроков у нас в этой игре за неделю. И за неделю они собрали больше... Да, по-моему, на 5-й день у них уже было 10 эфиров плюс. Ну, то есть именно заработанных денег. Мгм. А учитывая какой рынок, учитывая то, что сейчас на абстракте и никто в апки в разные не заходит, там деньги не оставляет, ну, как бы на такой игре 10 эфиров — это, ну, вполне себе серьезный результат за 5 дней. Да, согласен. У нас еще, да, игры появились за это время там. Мега Вепон у нас появилась, да. Алекс NFT там всех ходит, кошмарит. Ты Вот, играл? ну, я заходил, там 3 игры сыграл, и 3 раза на последнем месте ни одного человека не убил. Ну, тяжеловато для меня даются такие игры, но в целом прикольно. Ну, в любом случае, я рад, когда выходит хоть что-то, что можно постримить, что можно обсудить. Вот, поэтому реально классная вещь. Я думаю, что это только плюс для абстракта. Плюс я еще слышал слухи, что эта игра должна выйти как-то на телефон. То есть, Ага. и тогда это привлечет еще Web2 пользователей. Ну, а там можно что-то заработать или это просто игра? Ну, там есть лидерборд. Тебе нужно сейчас, нынче они ввели еще пропуск, по-моему, на месяц $20 стоит. И еще одна игра там какой-то для лидерборда сколько-то там стоит. Ну, то есть копейки, такая же система с токенами, как и в Wolf Game. То есть ты там условно за 10 центов там, наверное, токен покупаешь, и вот можешь одну игру сыграть. Ну и идешь, гриндишь лидерборд, по факту. За лидерборд они дают какие-то награды. Какие, я, если честно, не изучал. Но мне говорили, что награды есть. Мгм. Ну, плюс Окей. абстракт XP, понятно.
Окей. Хорошо, тогда еще такой важный вопрос, чтобы закрыть тему абстракта, но на время, потом перейдем к другой. Ботом ли в абстракте все-таки? На низах мы, как твое мнение? Или Я нет? думаю, близко. То есть думаешь, еще может быть, да, чуть-чуть? Ну, Пойти. чуть-чуть, ну, как бы не критично. Мы увидели, что с Полли произошло Да, мы вчера, ну, описали. как бы, это вообще... Ну, то есть, всякое может быть, это все зависит от холдеров. И когда им нужно достать деньги, мы увидели падение Апстера с 10 миллионов до 5 опять. Ну, я думаю, что сильно ниже уже мы не уйдем. Ну, типа, Апстера по 2-3 миллиона мы уже не увидим. Надеюсь, Ну, по надеюсь. 4 возможно. Ну, то есть, но в боковике там 5-4 походить, ну, скорее всего, так. Но будет ли ниже, я сомневаюсь, очень сомневаюсь. Окей, Дэн переходим. вышел, Кто другие... вышел? Дэн сбивает. Дэн все вышел уже. Ну, Насколько я знаю, да, вот они как раз-таки с 10 миллионов до 5 просадили. да, про Дэн, то, что выходит, уже очень много раз говорили. Надеюсь, что уже Ну, вышел. не, в прошлый раз, когда он выходил, они еще говорили, что у него там 30-40% у его группы осталось. Надеюсь, что он уже вышел полноценно. Окей, перейдем к такой теме. Сейчас проходит уже, вот начался сегодня токен сейл Монада. Что слышал, будешь ли участвовать, что о нем А я думаешь? слышал от Адама с Волков. Вот. Он писал, что там небольшие алоки, но должно нормально сплеить. Ну, типа, иксы должны быть на это. Плюс сейл от Coinbase, ну, как бы все сейлы от Coinbase, очевидно, были плюсовые. Ну, это первый сейл от Coinbase, но Ну, я грубо думаю, что... говоря, монеты, которые листились на Coinbase, которые были с сейлом, да, вот я скорее так скажу, Да. там была не одна монета, вот, и, в принципе, они просто сейчас эту платформу выкупили, да, поэтому это первый сейл, но по факту монеты, которые после сейла были заличены на Coinbase, в такой системе, это, по-моему, было порядка 5 монет или 4 за все время, и они Мгм. все дали хорошие иксы. Окей, ты будешь участвовать? Я пока еще... Пока не знаю. Ну, то Пока есть не точно знаю. не могу сказать. Но, в принципе, выглядит неплохо. Я бы на какой-то небольшой сайт зашел, да. Ну, там не факт. Хотя, кстати, из-за того, что сейчас такой крипторынок, да, штормится, из-за того, что у Coinbase фигня с этими скусами, что ни у кого не получается нормально пройти, я думаю, что, может быть, и будет больше аллокации из-за того, что не все смогут поучаствовать, кто-то испугается из-за рынка, Ну да, кто-то... с Беларуси нельзя, поэтому мне курс в любом случае нужно будет покупать. Да, там реверив. И думаю я тоже, что это будет плюсовая. Не думаю, что иксы, может быть, x2, да. Ну, Ну да, зависит вот опять от какой X2, рынок. X3, ну, как бы X5 максимум. Это прям Я максимум не, максимум. это я не знаю, что должно быть, чтобы X5, это должен Ну рынок да, 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 да. развернуться. Но да, и давай икса там Мне на просто 10%. интереснее больше сама экосистема там Монада, Мега ETH с точки зрения не токена, а с точки зрения того, что там сразу же полетят мемы, проекты и тому подобное, и нужно будет одним из первых туда зайти, чтобы деньги заработать. Вот и Да, все. да, да. Ждем это. У меня тоже проблема с курсом, у меня тоже что-то не дает мне зарегаться. Сейчас буду пробовать потом на жену, потому что на меня не дало из-за того, что указал Украина-то не в бане, украинский паспорт у меня. Да, вот это Я я слышал. прохожу, но из-за того, что у меня европейский адрес, а украинский я не смог подтвердить, я не могу участвовать, ну, из-за Европы, то, что я живу в Европе. Сейчас на жену буду Мгм. пробовать, может, так получится Хм. занести, но я буду пробовать участвовать. Окей, тогда с Монадом, в принципе, как бы обсудили. Что у нас еще есть, что обсудить? Какие у нас еще есть темы? Да, в целом, я думаю, мы по-большему прошлись. Ну, то есть по апдейтам всем абстракта, да. Не знаю, по нашей команде инвеста мы работаем. Мы сейчас работаем О, тоже над расскажи. игрой. У Я, нас был кстати, сегодня сейчас созвон с Раджем. перебью. Вот сейчас расскажешь про это. Извини, перебью, но я опять вернул Ну, свои я монеты видел, в что ты в PST. PST потихоньку Я заходишь, да. зашел. По 60 Сейчас, тысяч примерно капает. Ну, рассказывай про Раджа. Да. ну, был созвон, мы ему рассказывали про то, что у нас забилжено, у нас сейчас закрытая альфа, проект называется Hodl League, Мгм. где по факту это, ну, я сейчас могу продемонстрировать экран, в принципе, Давай. не проблема, чтобы вы увидели. Наверное, не все Наверное, знают, знают, чего чего эхо. У меня я слышу себя. А ну. Алло, алло. О, все четко. Ник, не все, наверное, знают, кто такой Радж. Радж — это человек, ну, я объясню людям из из, команды абстракта, да. да, из команды Абстракта, да, рассказывай.
Ну вот, в любом случае, пока это не конечный дизайн, это просто для того, чтобы проверить. Это такой прям закрытый ранний бета-тест, чтобы мы могли плюс-минус математику сверить того, как это будет работать. То есть у нас есть токены, в дальнейшем они будут находиться в паках, вы будете покупать паки и получать токены. То есть у вас будут, грубо говоря, tradable NFT, то есть каждый токен — это tradable NFT, который вы можете продать, наверное, сконвертировать в пыль. Ну, насчет вот этих вот всех нюансов я точно... Мы еще над этим работаем, то есть полную, как будет эта полная система работать. Вот, ну, в любом случае, из похожего, что мы можем видеть на рынке, это любые вот фэнтези карточки, там есть на спорт фэнтези, у нас футбол, фэнтези футбол есть, у нас есть На этот Твиттере. фэнтези топ, да, на инфлюенсеров. Вот, ну, там, конечно же, проблема в том, что большой порог входа, в том плане, что тебе нужно либо за спортом следить, либо за инфлюенсерами, и новичкам очень тяжело в этих всех играх, им тяжело собрать правильную колоду и тому подобное. Здесь все будет куда проще, то есть здесь вам просто нужно будет следить за рынком и попытаться понять за неделю, как он заперформит. Ну вот условно я думаю, что вот биткоин и эфир по-любому должны быть в портфеле, но у них большой вес. То есть у меня всего может быть 28 поинтов веса, да, а они по 10 оба. То есть я их добавляю, и в принципе, ну теперь мне нужно что-то подешевле искать. Давай из самых таких дешевых, вот S&P, там, Клоки добавим. Еще у нас последняя карточка осталась, мы что-нибудь подороже возьмем, Памфан, например. Вот, мы 27 веса из 28 набрали, у нас такая колода получилась. В дальнейшем, чтобы эту колоду собрать, вам в любом случае нужно, чтобы у вас были эти NFT-карточки. У нас будет очень крутая там анимация этих паков. В принципе, я думаю, что если вы там биткоин, эфир или какие-нибудь топовые монеты соберете, которые будут каждую из недели в неделю востребованы и показывать себя хорошо, то их можно будет в хорошие иксы типа продать. Ну, потому что за лидерборд, то есть вы будете участвовать в каждую неделю, у вас там может быть одна колода, может быть две, может быть сколько угодно, но вам нужно будет купить в любом случае паки, эти карточки покупать, либо на вторичке, либо просто с паков их повыбивать. И в дальнейшем, то есть если вы попадаете там в топ-1% условно игроков, вы получаете там деньги в качестве там ревард-пула, то есть нужно в любом случае заперформить. И главное преимущество бета-теста заключается в том, что все участники, которые сейчас участвуют, которые в следующем нашем релизе, когда мы уже там паки добавим и тому подобное, и будут попадать в топ турниров, то есть мы будем проводить эти турниры на регулярной основе, они также получат паки, там либо скидки на паки, либо бесплатные паки, которые они потом смогут эти карточки условно там продать, либо играть с ними. То есть у них будет порог входа меньше. Ну, то есть у них уже по умолчанию, если они в турнирах будут занимать хорошие места на протяжении беты, они смогут получить хорошие бонусы на старт игры. Тогда Вот. такие есть вопросы. Скажи, а это будут токены, вот как здесь показано, биткоин, Вот эфир, или я сейчас... абстракт токены? Давай говори. Нет, это будут токены всего рынка. Там Всё. будут, конечно же, ну вот те монеты, которые мы видим, их будет, я думаю, больше, но с абстракта я думаю, что мы, например, Апстер добавим. Ну, то есть это будет монета самая дешевая, там, с одним весом, но которая может, типа, заперформить. То есть, да, если Апстер дает X2, там, X3, а весь рынок стоит на месте, то понятно, что вы за Апстер хорошее количество поинтов получите. И вот мы видим, как бы, есть, ну, тут идет симуляция, как бы на реальном рынке, там, за одну неделю показали себя там монеты. И мы вот видим, как биткоин там падал, рос, да, и там, в принципе, вот каждый день. И вот последний день, то, что мы получили поинт, это итоговый. Вот 1000 поинтов мы получили за биткоин, 809 за эфир, SPX 382, Флоки 0 и PAM 534. А Ну из-за вот чего видим, что это PAM видно? пошел против рынка, и он показал хороший результат, да. Биткоин стоял на месте, но у биткоин это тяжелая монета, которая, Ага. в принципе, диктует рынок. И, ну, как бы, тут прикол в том, что ты из-за падения монет получаешь поинты и за рост. Но за рост, очевидно, больше, но просто это для того, чтобы, если у нас, например, медвежка, то все равно турниры имеет смысл играть. То есть монета, которая больше упадет, там, или наоборот, меньше упадет, там, а наоборот, там, немножко отрастет, из-за этого будет разница в поинтах. Поэтому как бы из-за падения цены ты получаешь определенное количество поинтов, но и за рост получаешь. Но за рост больше, как бы, что справедливо. Но когда Такой все вопрос. падает, там уже тоже нужно смотреть и нужно свою тактику Ника, а вот как это иметь. работает? Почему вот биткоин хорошо, он упал там на 5%, 1000 очков, а памп вырос аж на 20%, то есть больше как бы
перформ, а у него Потому что у 500. пампа вес меньше, то есть у него мультипликатор возрос, и он относительно капы, ну, не так много и вырос. То есть, во-первых, market condition смотрится, во-вторых, Мгм. сам вес монеты. То есть, условно, у нас там может быть монета, которая даст там 20 иксов, понятно, Мгм. что она даст больше, чем биткоин, да, даже если это монета с весом 1, потому что она там запереперформила рынок. Но Мгм. условный там биткоин, который будет расти, а если монета будет стоять на месте, то понятно, что монета там почти ничего не даст. Вот тот же Флоки упал на 43%. То есть он гораздо хуже рынка себя показал, он за него 0 мы получили. Потому что Мгм. по факту мы можем посмотреть вот токен лидерборд, и вот самый низ листать, оно все распределяется. То есть у каждой монеты есть свой показатель. Вот мы видим, что биткоин, эфир, XRP хоть и упали, но так как у них большой вес, у них как бы скор, ну, как бы идет математическая там сложная формула, которая вычисляет скор. Вот. XMR — это монета, которая против рынка пошла и дала нормальные поинты. То есть Solana вообще на шестом месте, хотя обычно там Solana я вообще на втором видел, когда турнир Мгм. тестовый делал. Вот. Memland, она тоже пошла против рынка, дала, хотя там, по-моему, стоимость ее 1 всего. Она дала 540 поинтов, что хороший результат. Мгм. Ну вот, и самые худшие монеты, понятно, они там 0 получают. И тут еще важно, что у тебя вес вот этих вот монет, если монета типа себя покажет, там, условно, какой-нибудь монета, которая стоит 1 всего, да, она покажет себя там в 10 иксов выросла, заняла там топ там 5 места, она на следующей неделе уже будет 2 стоить там или 3. Ну, то есть, Ага. ты понимаешь, то есть Да, ты не понял. сможешь постоянно одно и то же там запихивать в портфель, потому что это будет меняться. А наоборот, монета, которая показала себя там AMX, да, я не помню, у нее там 5 вроде поинтов, она вообще в самом низу, да, оказалась у нас. Значит, она, скорее всего, наоборот, минус 1 поинт на следующей неделе получит вес. Мгм. Вот. Ну, Ничего это себе. также работает Fantasy Top, как бы тут все это сейчас математически мы создаем много сессий, у нас люди тестят это все, дают фидбэк, и мы как бы допиливаем, чтобы это все выглядело хорошо. В дальнейшем у нас сейчас дизайнер занимается дизайном карточек, дизайном паков, анимацией, всем этим. Вот. Ну и также у нас готовится ребрендинг, в принципе, к инвесту. Мгм. Вот. Поэтому А мы сейчас все в работе. скажи, что ответила команда абстракта по поводу этого приложения? Ну, в целом, они довольны, они ждут следующего нашего релиза, когда уже будут и анимации и все остальное. Ну и, в принципе, я думаю, что вполне реально попасть на портал. Ну, то есть негатива мы не услышали. Мгм. То есть, в принципе, это мы должны это, короче, это мы ожидаем. Тогда такой вопрос: как могут бета-тестеры поучаствовать? Ты сказал, что они могут получить какой-то рeward. Как, Но короче. бета-тестеры уже могут участвовать. Так, мне сейчас еще комментарий написали, но вы просто вчистую скопировали игру от Infinex Bull Run, и она у них, кстати, бесплатная. Если не ошибаюсь, там вообще совсем другая задумка. Давай сейчас быстренько открою, Мгм. посмотрю. Мне кажется, что мы всех конкурентов изучали, и там совсем по-другому все. Блин, а можно линк? Bullrun. А когда вы планируете релиз? Именно полноценный выход игры? Ну, пока работаем, я точных Ну, сроков не могу сказать. плюс-минус. Я думаю, что все зависит от того, насколько у нас там растянется вот этот бета-тест. Ну, может быть, порядка месяца, может быть, там порядка 2. Ну, не думаю, что сильно больше. Ну, скорее всего, в этом году планируете выходить. Да, да. Ну, вот как проекты быстро делают, а не то, что как американцы, да, тянут там Q5, там Q4 2027 года. Q5, которого не Вот, слышно Bullrun, Our никогда. Competitional Game. Сейчас я открою. Давай. Мгм, тоже тут. Ну, похоже. Ну, какая разница, в абстракте этого нету. На самом деле, хотелось бы, чтобы вы, может быть, как-то больше туда
абстракт интегрировали. Больше то, я думал, это будет чисто, честно, когда я услышал об этой идее, я думал, это будет именно чисто под абстракт токены. Ну, как бы, как это же наша экосистема. Но вы видите, вы пошли чуть другим путем. Возможно, может, надо будет Ну, у абстракт них, NFT добавить еще. как я понимаю, нету карточек. Ну, задумка похожая, но у них нету вообще NFT, и у них, я не знаю, какие у них там вообще реварды за это все. Ну, возможно, в том числе их нету. Но я зайду и изучу. Ну, по-моему, мои ребята тоже смотрели. Поэтому... Окей. А чего вы решили именно эти токены, а не абстрактовские токены добавлять все-таки? Ну, потому что хочется, чтобы пришли в игру любители фэнтези, любители, в принципе, Со всего рынка. крипты. Да, не Мгм. только абстракт. Тоже Ну, а верно. абстракт, если будут перформить, там, я думаю, что там условный Абориан токен там и, в принципе, Апстер могут туда попасть. Это могут быть специальные ивенты, специальные карточки. Можно очень много чего Мгм. придумать. на Ну самом да, деле. ивент, допустим, чисто под абстракт токены какой-то, да, там неделя Мгм. какая-то такая. Вот что-то типа Да. такого. Окей, а планируется ли потом, может быть, знаешь, там сделать то же самое не с токенами, а с NFT-коллекциями, возможно? Ну, пока не было в плане, но задумка прикольная. И ты так и не ответил, как ребятам поучаствовать? Вот, допустим, сидит кто-то у нас в чате или с Ютуба, и он говорит, я Ну, хочу вообще, можно поучаствовать. мне кидать кошельки, вы попадете в эту закрытую бету. В дальнейшем, ну, вы автоматом, я думаю, попадете в следующую. Мгм. И Вот, на мы правах рекламы, будем кстати, стой, наблюдать. Ник, на правах рекламы как раз тут есть. Чтобы написать Нику, надо вступить либо в мой, либо в Ника чат, и там вы сможете его найти и скинуть ему кошелек. Ну Все, да, продолжим. да, да. Вот, ну, в целом, как бы хочется действительно билдить вне зависимости от кондиций на рынке. Вот, мы падаем, мы растем. В любом случае будут проекты, которые перформят, будут проекты, которые себя хорошо показывают. И, в принципе, фэнтези — та вещь, которая все равно живет. Ну, тот же фэнтези топ все равно. Ну, у него просто большой порог входа. Но в любом случае все равно проходят турниры, люди зарабатывают на них, если они в этом разбираются. Но тут то же самое. Если вы трейдер, там вы знаете, куда рынок пойдет, и можете предугадать, ну, в принципе, тоже, я думаю, что вкусные награды получите. А инвест, скажи, как-то токен будет как-то там прикреплен к этому проекту или нет? Ну, мы об этом думали. Возможно, условно, скидка, если ты покупаешь там за инвест, и Мгм. этот инвест будет сжигаться. Ну, то есть это все у нас тоже в разработке пока. Пока, короче, Возможно, это... еще интеграция с другими токенами абстракта, то есть тоже там часть будет сжигаться, вот, и будет там какая-то скидка выдаваться. Ну, Вот. молодцы, Ну, ждем этот в проект. любом Хотим случае, экспу за это. да, было бы круто. Это было на портале, чтобы это было с экспой. Но я думаю, если вы общались с Раджем, то я думаю, это вполне реально. Как бы. Мгм. Да. Окей, какие у нас еще есть апдейты или темы? Ну, Может, ты находил что-то интересное на этой в неделе? целом, на этой Виктория. неделе у нас будет тоже стартует бета-тест еще одной игрушки. На абстракте выходит Толан. Называется, не знаю, тебе писали или нет, но просто я сказал Нет, не ребятам из написал команды, никто. чтобы написали. Ну, в Твиттере. Дал твой контакт. Сейчас я добавлю. Вот они. Что это за игра? Ну, вот такого рода, скажем так. Слэшер. Прокачиваешь там, улучшаешь способности, видишь. Мгм. Ну, тоже, скорее всего, будет вход за токены, то есть какая-то небольшая сумма. Вот, можно у них Genesis аватары уже покупать там на другом чейне, если не ошибаюсь, там порядка 2500 supply у них. Вот, ну, как-то так это выглядит. В принципе, вполне себе прикольно, как competition игра для абстракта, для стримов. Мгм, мгм. Ничего себе, интересно. Вопрос того, как тут можно заработать. Но экспу, я так понимаю, точно можно будет Экспу заработать, да? точно, я думаю, за лидерборд тоже можно будет зарабатывать. Если на деньги, ну, понятно, что те, кто лучше играют, они будут забирать львиную долю, скажем так, пула еженедельного. Мгм. Вот. По плейтесту, вот тут у них есть пост. Если не ошибаюсь, если вы заполните, то, скорее всего, вы получите доступ. Мгм. Поэтому аккаунт называется Stolen Universe. 20 тысяч подписчиков у них сейчас. Ну и, в принципе, прикольная, кстати, заставочка такая. Ну, ждем эту игру. Кстати, у нас же еще из интересных игр
То, что я сразу тоже вспомнил, у нас, я увидел там Q4 2025 год, в Q4 2025 году у нас еще и открытый мир Unchained Heroes выходит. Unchained Да, Heroes, я надеюсь, да. спасутся все-таки, потому что сейчас у них ситуация печальная, действительно. После второй Я сезон видел, сколько провальный NFT был, стоит, там, да. второй Я думаю, сезон что провалил. Скарли что-то придумает все-таки. Ну, хотелось бы. И от Руи у нас игра скоро тоже. И я наконец-то получил доступ к плейтесту. И что там Поиграл уже в рассказывал? нее. Ну, пока стримить нельзя ее, Ну, но заходите ко мне в канал, заходите ко мне в Дискорд, могу там поделиться геймплеем, если интересно. Вот, ну, неплохо, но пока, мне кажется, немножечко медленно. Но в целом гринделка, где нужно будет тратить деньги, где можно будет, в принципе, и совсем бесплатно играть, где еще пока неизвестно, какие будут плюшки за NFT, но я думаю, они будут, и там, в принципе, очень много можно чего прикрутить. Вот, поэтому я думаю, что все будет четко у них. Сколько это еще времени займет до релиза? Ну, я думаю, что еще прилично. Лично я прям каких-то таких супер багов не наблюдал, но опять же, сколько времени, не могу сказать. Реально не знаю. Еще из интересного, что у нас было на этой неделе, что пропустили OpenSea. Наконец-то закончится второй у Да. нас И, сундук. и мы узнали, что их будет всего 4 сезона Это же в не коде. официально, но это в коде, да, там Ну, нашли? да, А нашли в там коде. я видел разоблачение уже на это, что там сказали, что когда, ну, до этого и третий сезон также было написано, потом они добавили, они могут это менять в любой момент. Ну, поэтому непонятно, сколько точно будет сезонов. Но пока планируется так, скажем так. Ну, посмотрим. Но, кстати, завтра, я думаю, уже, ну, или когда вы уже будете смотреть это в записи на YouTube, наверное, уже можно будет открывать, либо в этот же день. Ну, а так по Мгм. нашему времени это завтра можно будет открыть. Все говорят, что в этот раз окуп будет больше. То есть это не Ну, будет кто-то как говорил, это. да, по расчетам, что типа в X2 где-то. Да не будет, X2 не будет, не. Я думаю Не, просто, что... X2 в смысле от предыдущих. Ну, то есть там X2 было, мы только получили 30% где-то от затрат в 50-60, среднем, здесь да. 60. Ну, что-то Я что-то думаю, такое по я расчетам, да. думаю, так и будет примерно. Вот 50, 60, 70. И типа, если хороший окуп будет на этой неделе, то как бы в третьем сезоне мы увидим опять куда больше людей, которые будут Да, да, то набивать есть сундуки. смарт было этот сезон отработать. Я опять такой же сапфировый сундучок бахнул, а ты делал или пропустил? Я покупал NFT на эфире, и, в принципе, у меня он там сам набился, по-моему, 6-го тира. Ну, Мгм. типа, не сильно большой, но при этом всем я, считай, ничего не свапал для этого, никаких комиссий не терял. То есть, ну, я пользовался OpenSea, как пользовался. Мгм. Вот. И получается, то, что я получу, ну, это, считай, фришные, ну, как бы, монеты. Ну да, да, да. Ну, надеюсь, что-то там приятное будет. Я жду криптопанка минимум. Минимум криптопанка. Ну да, мне, Посмотрим, мне тоже что... бы хотелось. Ну, это будет легендарно, если с твоего сундука еще криптопанк. Ну, и с моего тоже, если Сапфирова. Ну, посмотрим, что там выпадет. Ждем. Ну, и самое главное, ждем, конечно, токен SEA в Q1 у нас. Я думаю, это... Что у нас это остается? Уже 4 месяца, 5 месяцев выйдет этот. Кстати, скорее всего, может же такое быть, что и токен SEA будет у нас сейл на Coinbase. Теперь у нас зеленый цвет. Я думаю, некоторые площадки, там и Abstract могут проводить, и OpenSea, и другие монеты тоже с токен сейлы. Что Да. ты думаешь по этому поводу? Да, я думаю, что, в принципе, так и будет. В принципе, нарратив уже такой пошел, и пока рынок в таком состоянии, нужно все-таки время на восстановление. Тем более, если там какие-то люди, а люди там в команде OpenSea, я думаю, плюс-минус побольше, чем мы знают, что вообще от рынка ожидать. Вот. Возможно, не просто так они там на Q1 все это планируют. Вот, и поэтому, ну, посмотрим, что будет. Да, да. Ну что, можем спросить у чата какие-то вопросы. Если будут вопросы, поотвечаем и будем заканчивать. Ребят, если есть какие-то вопросы, Руслан пишет, я ваш фанат, отлично. Так, ребят, в чате и у меня или у Ника пишите какие-то вопросы. Есть у нас 5 минут, допустим, поотвечать на ваши вопросы, если они есть. Ждем. Проверю Да. себя, может, у тебя есть вопросы. Ты мне тогда скинешь, И да, за? Этос еще фармите, ребята. Кстати, у меня есть, по-моему, 1 или 2 инвайт-кода в Этос. Если кому-то нужно, пишите. Пишите Нику, если нужен код в Этос. Этос действительно... У них там сезон, если не ошибаюсь, заканчивается чи в декабре, чи в конце, ну, в начале, чи в конце декабря. Ну, короче, в этом году. Дропа я, если честно, вряд ли жду после этого сезона, но рано или поздно дроп будет от Этоса. Да. Я еще посмотрел, у меня автоматически в Твиттере выложился же пост с Викли подкастом. Меня уже начали читать после стрима многие абстракт ребята из команды.
Сауси лайкнул самым первым, потом Сидфраз, но Сидфраз вообще мои все посты сейчас лайкает, комментирует. Это вообще, конечно, смешно. Ну, друг мой. Ну, отлично, хорошие у тебя друзья. Почему фармим это, спрашивают Арси. Я слышал истории про то, что там намечается скоро конец сезона, и, возможно, что именно вот эти вот activity-поинты, которые за этот сезон, они будут куда выше, чем, ну, в последующие. Возможно, это станет уже там не по подписке условно, и скоро сейчас немножечко усложнили, то есть ваучи уже дают куда меньше, ну, то есть чем раньше. У многих там посрезало нормально, скоро там по 100, по 200. Вот, поэтому, в принципе, ну, мне кажется, что относительно такая андеррадарная тема, которая может раздать потенциально. Конечно, это все сейчас пытаются как-то наградить social fee, там, ну, инфлюенсеров, скажем так, у которых Да, есть своя аудитория, а это как раз-таки это показатель, что человек условно известный, там у него нормальный прокачанный твиттер, и в теории это просто будет использоваться как там для каких-то дропов или для локации сейла и всего это очень этого. хороший показатель, да. Если у тебя хорошая репутация, мы уже это видели, если я не ошибаюсь, на Мега ETH. Да, ну и Повлияло. плюс, кстати, там вроде с Мега ETH странная вещь произошла. Вначале сказали, что это скоро будет влиять, в итоге, по-моему, не повлиял, но это не точно. Я, честно, точно до конца и не понял, Ну, повлиял с он или Мега нет. ETH много было интересных ситуаций, Да, и про особиста была интересная ситуация, когда он да, сказал, что хочу захеджиться, и и его у него лишили забрали. аллокации и вернули деньги, да. Да. Поэтому, ну, Но в будущем, там, я думаю, что конечно. будет вот это влиять, и плюс, но сам токен от Этоса, я думаю, рано или поздно будет тоже, как бы можно Да, будет что-то согласен. И понять. коллекция у них, в принципе, хорошо держится. Небольшой там supply, но все же, я думаю, что она будет главную роль при раздаче дропа решать. Пишут Лил Паджи по 1900. Офигеть, а я только третьего Лил Паджи вот на прошлой неделе. Ну, на Четвертого пора покупать. а куда Я уже тоже всем осталось? присматриваюсь. Да тебе второй. Земли уже налил паджи менять. Мы сегодня с Уже девушкой сидели, ей выбирали. серьезно? Ты уже хочешь Ну, продать смотрели, земли? какие красивые. Не, пока не хочу. По землям булишь. Будешь. Очень недооценивают земли, на самом деле. Еще там взлом Дискорда Камбри был, и поэтому там Да, в моменте очень сильно эфира попробивали, поэтому сейчас уже вроде потихоньку ситуация налаживается. да, но мы так просели, потому что у нас и эфир, да, там ходит около Ну, 3. вообще, ну, логичнее было бы в долларах плюс-минус держать там цену. Ну, если мы просели условно в эфире, то, наоборот, флор должен расти, в моем понимании, но Но рынок как так не есть. работает у нас, к сожалению. Ну, не всегда так работает, да, Да, не всегда, не но всегда. бывает. Сейчас я открыть, посмотреть, какая цена. 0,63 эфира, да, $1900. К сожалению, пока так. Но, кстати, еще не вернулись к моему первому покупке Лилпаджи, которая была за $1700. Но тогда эфир просто дешевый очень был. Мгм. Окей, Вот, ну, в есть ли у тебя целом, вопрос на как-то стриме? так. Вопросов на стриме вроде как нету. Человек не может, это писал. М-м. Окей, тогда У меня сейчас, у тебя у меня сейчас пресет из 3 компьютеров, с 3 мониторов, поэтому ты все я видишь теперь. все вижу, да. А запись у тебя получится, правильно скинуть отсюда? Мне не надо отделять. Постараюсь, да. Но ты меня предупреди, чтобы если что, я это сделаю со своего или с твоего стрима. Ну, можешь сделать сразу на всякий с моего. Мгм. Я сейчас попробую сделать. Окей, тогда можем заканчивать, я думаю. Всем Да, спасибо, кто смотрел в лабе, всем спасибо, кто смотрит записи на YouTube. Увидимся в следующую пятницу, у нас будет гость. Можем в эту анонсировать или пятницу. нет? Ну, в эту, да. Пока нет, я жду, пока художник нарисует нам баннер. Окей, мы потом это анонсируем, мы вместе с ним, может быть, там что-то у него спросим. Ну и Да, по, опять же, темам, которые были за эту неделю, тоже пройдемся. будет поинтереснее. Я думаю, что мы можем даже не только неделю, а в целом Да, в месяц. целом. И то, что мы не обсуждали, и другие чейны, потому что человек активный, он, в принципе, в крипте двигается, не только в абстракте. И, в принципе, я думаю, мы много чего интересного от него можем услышать. Окей, все классно, тогда ждем, подписывайтесь, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, на YouTube канал. Были рады вас видеть, всем хорошего дня.